решить. Имеем вот такую рацию Midland, неплохая, но она не работает. Значит, как выяснилось, блок питания дает, там сколько-то 12 вольт, по-моему, по выходу у него вот здесь. Да, 12 вольт там все он дает, но на самих клеммах там что-то меньше вольта. То есть оно должно быть там, ну не знаю, минимум 3 батарейки, минимум 5 вольт. Я не смотрел пока спецификацию. В общем, вот это предстоит с этим еще разобраться. Сегодня-завтра буду открывать, смотреть. Еще один трабл, проблемка, которую мы решали на прошлой неделе на одной из лодок. Решили, значит, там стоит тоже такой ватер-помпа для пресной воды. Такая же Джабко, это я тут у друзей нашел в контейнере. Видимо, такая же проблема была. Это не первый уже раз такое случается. Но у меня там были другие, там с вот именно с системой как бы накачивания. Там где-то датчик, где-то что-то. Короче, там стоит... Вот сейчас он разобран, такой подшипник там внутри. Видно, что оно там все подржавело. И вот там тоже, то есть вот под этими всеми клапанами, видимо, что-то где-то протекло. Подшипник подржавел. И вот этот вот моторчик, он как бы под нагрузкой, он не крутился, короче. Вот, это как потом выяснилось. А изначально это просто выбивало, он подключен там в систему 12 вольт через кнопочку на панели управления. И кнопочка там с автоматическим выключателем, с автоматической, скажем так, предохранителем пробкой, ее выбивала. То есть ток там больше, не знаю, с каких-то 10 или больше ампер когда мотор блокирован, не крутится правильно, она защищает мотор от сгорания. Вот первое, что мы проверили, мы сняли систему. Моторчик отлично работает, то есть мотор работает, я думаю, что здесь то же самое. Вот, все остальное здесь тоже там такая же вот примерно система, там кулачковый такой шатунный механизм. Вот, и вот это, ну здесь уже его нету, там подшипник, то есть мы его раскручивали, что-то там чистили. В общем, со второго раза он более-менее заработал, но все равно там слышно такой, там чуть-чуть гудит. Вот, поэтому как бы не спешите выбрасывать всю систему, может быть вам, но для какого-то периода не очень большого, потому что он, если там где-то протекает, он все равно может протечь. Вот, или может быть что-то засиликонить придется. Ну, короче, вот этот туда все равно как-то влага попадает в него. И вот этот подшипник, там видно сейчас современные материалы менее качественные, или просто там выпад какой-то. Короче, он со временем ржавеет и ломается. Хотя в целом все остальное все цело, все хорошо. Вот. В интернете такой моторчик я видел там в районе 100-120 евро. А отдельные запчасти продаются здесь по 130, то есть весь моторчик в сборе 300 с чем-то. Поэтому если что-то там вы подозреваете, что что-то не так с ним, хорошо иметь запасной. Тем более они такие похожие моторчики используются и для там откачки всяких shower pump, там душевых помп и так далее. То есть его можно иметь в запасе. Потому что вот эту систему я не знаю, продается ли она отдельно, можно погуглить, конечно, но я столкнулся с тем, что многие запчасти, даже сейчас для машины, просто вот такую резиночку купить было невозможно. И мне пришлось покупать всю запчасть, благо она стоила для машины не как для лодки, всего 9 евро вместе с резиночкой. А и резиночка бы стоила 30 центов. Ну хер с ним, 9 евро не так много, я машину тоже починил. Вот такие тоже траблы бывают на лодке. И надо их как бы предвидеть и